Камера, мотор. Петлички соскальзывают с гелей. Надо аккуратно. Чтобы еще гель не порвать. Потому что у меня кризис среднего возраста. Не нашел ничего лучше, чем бегать. Бежать на жирах не прикольно. Расскажи, зачем ты ел столько макарон? Всем привет! Это наш большой влог с питерского марафона «Белые ночи». Кирилл бежит 42 километра. Лично у меня эта дистанция просто в голове не укладывается. Я не могу представить, что такое пробежать 42 километра, потому что я не бегун, я не спортсмен. И для меня это все вообще какая-то очень странная история. Но так уж вышло, что я жена декабриста, поэтому за Маяшкиным хоть на край света. В общем, мы снимаем большой влог, в котором стараемся рассказать вообще все, что только можно про марафон, про подготовку, про то, как это проходит, какие у нас эмоции, впечатления. В общем, добро пожаловать. Я надеюсь, что это будет интересно. Я надеюсь, что всем моим любимым подписчикам это понравится. Что могу сказать про марафон? Кирилл купил слот на забег еще зимой, и буквально последние реально полгода я всем ходила и говорила, что, пипец, Кирилл бежит 42 километра. Вы представляете, Кирилл бежит марафон с зимы. И вот, наконец-то, близится тот день, когда он побежит, и это все закончится, потому что я очень сильно переживаю, я очень сильно волнуюсь, потому что, опять-таки, я не представляю, что такое пробежать 42 километра, и я волнуюсь даже, когда Кирилл бежит 21, а здесь в 2 раза больше. Соответственно, волнений тоже в 2 раза больше. Всем тревожным людям привет. Расскажи, пожалуйста, моим подписчикам, почему ты вообще решил бегать? АСМР. Потому что у меня кризис среднего возраста. И Среднего. я не нашел ничего лучше, чем бегать. Да нет, потому что на самом деле давно я бегал. Но ты бегал же, ты не занимался этим. Нет. То есть ты бегал просто в свое удовольствие Ну или по как? какому-то приколу? Я бегал, потому что я начал вообще бегать по лесу. Я занимался ориентированием. И там бегал, типа, те же самые, например, 10 километров, только ты бежишь по лесу, по пунктикам. Угу. Ну, и мне в целом нравилось бегать, что нравится и усталость, и восстановление вот это вот. Ну, и как бы в целом как-то всегда себя здорово чувствовал в лесу. Вот. И потом первый раз я пробежал 21 километр. Это было в 17 лет, в 18 году, соответственно, в кедах. Пума. И все. И в целом мне так понравилось. Понравилось вот именно то, что я преодолел дистанцию, хотя на 18 километре у меня тогда отказали ноги, и последние 3 километра я просто ковылял. Еле-еле с остановками бежал. Вот. Ну и все. И мне как-то понравилось, что ты можешь сделать чуть больше, чем все остальные. Вот. А год назад я снова начал заниматься бегом. Да, сегодня ты уже бежишь марафон 42 километра. Да, чуть больше. Вот это мне вообще очень тяжело представить, на самом деле. Всем привет, подписчики! Это наш влог. Что такое? Не даю жить. Мы приехали на Зенит-арену за стартовым пакетом, чтобы он получил свой порядковый номер, а я продукцию Зеленски. Что сказать? Маяшкин уезжает без меня куда-то. Доброе утро. Всем привет. Всем привет, привет всем. Сегодня мы бежим 42 километра вдвоем. Нет. Сейчас пойдем на Экспо, забирать стартовый пакет. Мы не знаем, что там. Мы даже не смотрели спойлеры. Вот, и будем разбираться по факту. Соответственно, заодно возможно прикупить беговых шмоток, заодно купить гелик, ну и в целом побывать внутри стадиона, соответственно, вот это Газпром-арены. Вечером сегодня старт отсюда. Будем бежать, чилить 3,5 часа. Чилить.
У нас есть история с тем, что мы должны пройти немножечко. У нас там метод 25, тысячная экипировка. Чтобы в нем поучаствовать, нужно просто спокойно подходить, общаться, задавать вопросы. Только вперед. Пожалуйста, будьте добры, назад не надо. Я еду на старт снова один, потому что старт и финиш в разных местах. Ну, соответственно, оно и логично. Трасса большая. Но мне, кстати, нравится стартовать Одному? Почему? Потому что я успеваю настроиться и размяться. Без зазрения совести, что вас, кого-то, кто приходит со мной, оставляю, да, там, не уделяю должного внимания. В общем, мне гораздо комфортнее, что я могу в своем темпе пробежаться куда-то, никого потом не искать, размяться, реально настроиться. В Москве я так делаю, прям хорошо пробежал. Ну, народу, кстати, много. Это потому что две дистанции, 42 и 10 километров. По-моему, 42 10 тысяч участников, а на десятке 6, что ли. По-моему, такое распределение. Потому что ты когда чем-то занимаешься каждый день, да? Потому что у меня было много тренировок, и я занимался, типа, там, в хорошие недели это было 6 дней в неделю, 5 дней в неделю, вот. Ну, и ты начинаешь этим жить. Тебе начинает это нравиться, соответственно, ты начинаешь увлекаться другими спортсменами, да, смотреть их блоги какие-то, смотреть спортивные подкасты там про питание, про все остальное. Короче, ты погружаешься в эту тему очень вот так вот прям глубоко. Ну и, соответственно, когда, мне кажется, ты вот этим всем занимаешься, у тебя появляется как минимум тот самый спортивный интерес, когда тебе хочется, вот ты смотришь на них, на их эмоции после забегов или на их мандраж перед забегами, если мы говорим про влоги, и хочется попробовать, соответственно. Когда ты бегаешь, ты приходишь на вот это все мероприятие, на соревнования, там куча бегунов вот этих вот, все в красивой одежде, с классными кроссовками, в классных, я не знаю, обтягивающих шортиках. А, Да, и тебе не хочется выглядеть на их фоне. Ну, понятно, что никто на тебя не смотрит и никто тебя не запомнит. Но тебе не хочется быть просто как бомж на их фоне. Вот. И поэтому, соответственно, это все дело покупается за такие деньжища. И то, мне кажется, я мало трачу на это все дело. Сегодня у нас обзор и разбор стартового пакета. В целом я ничего не жду, но Так, мой плакат. 5000 рублей. Поэтому... 5000 рублей? Я не знала, сколько он стоил. Сколько? Пипец. Поэтому должно быть покруче, чем обычно. Вот, сразу сходу у нас это приколы все, короче, в одной этой ложим. Бутылка, кстати, тоже отсюда. Мы ее традиционно уже открыли. Греча? Тут несколько видов крупы, пожалуйста. За 5000. Какой-то браслетик с каким-то еще чипом. Видимо, это будет светиться, если надеть на руку. От Сбера, соответственно. Сосиски, как в Москве. Протеиновый батончик. Как в Москве этот для суставов, забыл как называется, коллаген. Солевые таблетки это я покупал. Гели я покупал. И, пожалуйста. Зелинские. И мне кажется, точно так же, как в Москве. Судя по описанию. Нет, кстати, нет. Это у нас гель для душа. Черный перец, нероли, негрони и масло для тела. Вот. В целом на этом все, кстати. Это весь пакет? Да. Да, дешевле было купить по отдельности. Все, всем, соответственно. Пока. Будем разбираться, что с этим делать вообще. Вот. А гели, это скорее необходимость. А когда ты уже бежишь 21 километр, тебе хочешь не хочешь, придется есть. Проще всего это делать гелями. Можно, конечно, взять с собой агушу, там взять мармеладки, да, в которых тоже есть углеводы, еще что-то. Реально берется с собой мармеладки? Мармеладки это вообще тема. Они легче усваиваются, чем гели. У них столько же углеводов, но обычно это на триатлоне. То есть люди берут и едят их во время велосипеда. Потому что там особо, знаешь, что ты не дрыгаешься. Вот. Но есть люди, которые на забеге берут.
Расскажи тогда про гели. У нас, уважаемые подписчики, в руках, наверное, вот так будет показать правильнее. Гели, у меня Energy гель, а у тебя с кофеином, Мгм. со вкусом колы. Ты видел? Мгм. Ого. А, Расскажи про гели вообще, типа, что это такое и с чем это едят. Я пробовала, короче, Кирилл давал мне попробовать эту штуку, и, ну, честно, это какая-то фигня вообще. Это невкусно, это не прикольно, и это по вкусу очень похоже на детскую зубную пасту. А, ну, и вот ты сегодня, получается, на марафоне съешь таких 5, 6. 6. Вроде, насколько я помню. Надо еще будет сосчитать. Так, значит так. Будет. Будет так, значит. Я буду кушать каждые 35 минут примерно. Или 30. 30-35. Как бы не было мало. Ну там, если что, возьму. Вот. Ну, может, даже 40 каждый. Вот. Начну с этого. Потом, соответственно, этот и финальный. Ну, то есть кофеиновый ты ешь за 40 минут до финиша, Угу. чтобы он дал тебе энергию. Угу. Если бы ты бежал, например, днем, ты бы тоже ел кофеиновый, или это Угу. только из-за того, что ночью? Нет, тоже. Окей, вот этот с энергией, который у меня в руках, он для чего? Он дает мне энергию. Ну, Вау. это углеводный, во-первых, что у меня в руке, что у тебя, что у нас в холодильнике еще гели. Они все разные, но как бы они все углеводные. Соответственно, когда ты бежишь, ты тратишь в первую очередь углеводы. Когда углеводы заканчиваются в организме, ты начинаешь бежать на своих жирах, на том, что у тебя в организме отложено. У кого-то больше, у кого-то меньше, у меня побольше. Бежать на жирах не прикольно. Ну, у тебя темнеет в глазах, усталость появляется, и вывести там те же самые... Даже не буду говорить про 42 километра, но 21 километр. Ну, мне, кстати, я могу пробежать без питания сейчас. То есть, в целом, типа, я быстро бегаю и, ну, могу потерпеть, но все равно будет тяжеловато. Но как бы обычно через 40 минут заканчиваются все твои запасы углеводов, которые есть в организме. Ну вот, и поэтому надо выпить гель, чтобы их восполнить. Гели, там быстрые углеводы, они очень быстро усваиваются. То есть, например, если ты ешь пищу, макароны какие-нибудь, да, с наггинсами, например, ты решил съесть на ужин, у тебя они усвоятся, ну, там, через, типа, 1,5 часа, да, через 2 часа, пока дойдут там через желудок, начнут вот это вот расщепляться, кислота вот это сработает. Вот. А гели, они быстро работают. Ну, то есть Мгм. буквально там 20 минут, и у тебя уже... Но я, когда их выпиваю, я прям сразу чувствую прилив энергии и могу дальше бежать. Есть дополнительные приколы в гелях, то есть есть у тебя в руках это просто высокоуглеводный гель, 22 грамма углеводов. вот, у тебя, соответственно, в руках гель, в котором 22 грамма углеводов, и он просто высокоуглеводный. Там есть Мгм. витаминки какие-то, но больше он ничего не дает. У меня же гель кофеиновый, то есть там поменьше углеводов, но тут прикол именно в самом кофеине, что кофеин в конце мне должен дать небольшой буст, чтобы вот добежать. Ну, соответственно, как работает энергетики и там и Мгм. так далее. Вот. И еще я беру с собой на забег, ну, большую часть гелей, они у меня с электролитами. Электролиты, соответственно, помогают восполнить солевой баланс в организме. Мгм. Вот. По поводу электролитов сразу. Ты купил солевую таблетку вот эту. Она работает, и правильно я понимаю, что как шипучий вот этот витамин С, что ты вот эту штучку кидаешь? Нет? Там же капсулки. Потрогай. Ну это типа реально таблетка? Ну, капсула, да. И ты ее кидаешь в воду? Нет, в рот избиваешь. Просто таблетку выпиваешь и все? Да. А у тебя же был какой-то еще, который ты с водой разводил. Это просто электролиты. А, а вот это солевая капсула, получается. Ты ее выпиваешь перед забегом, правильно? Нет. Ам, Окей, тогда сначала рассказывай, что это такое. Солевые капсулы или солевые таблетки. Ну, там есть разные, соответственно, штуки. Когда ты бежишь долго, да, то есть на полумарафоне я их не использовал ни разу,
но на марафоне, чувствую, придется, потому что когда ты бежишь очень долго, типа за 2 часа, за 2,5, за 3, да, в этот раз я хочу пробежать за 3,5 часа, ты потеешь, и у тебя с потом, помимо воды, выходят витамины, ну, соответственно, и Мгм. вся соль. И это очень плохо сказывается на работе мышц. То есть это замечается очень просто. Ты вот бежишь, условно прошло 2 часа, и чувствуешь, что у тебя сводят икры или Мгм. сводят бедра, ну и все, и ты уже не можешь бежать. Это, скорее всего, ты, ну, напотелся, у тебя вышла вся соль, и тебе надо восполнить этот запас. Ты ее выпиваешь, и она буквально сразу же действует, и у тебя перестают сводить ноги. Вот. Мне вообще не я реально, ну, у меня в голове не укладывается, я тебе миллион раз об этом говорила, что как можно по собственной воле выбирать вот это вот состояние, когда у тебя сводит икры, сводит бедра, и типа получается какой-то кайф от этого. Ну, как бы я понимаю, что да, ок, вот ты, например, выпьешь вот эту солевую капсулу, и у тебя перестанет, ну, не то, что перестанет, окей, типа у тебя, например, не будет вот этих судорог, но а, в любом случае по доброй воле выбирать такую нагрузку на организм, такой стресс для организма. А, ради чего? Ради того, чтобы сказать, типа: "О, прикольно, я пробежал 42 километра". То есть какой-то понт. Ну, мне просто реально мне этого не понять. И для меня это очень странная история. Особенно, я говорю, я вспоминаю вот этот, видос с мужиком, у которого свело обе ноги, которого просто выводили под руки с, трассы. И причем, ну, если бы, мне кажется, к нему не подошли волонтеры и просто не увели его, мне кажется, он бы на этих сведенных ногах так и бежал еще дальше какое-то время. Как просто, знаешь, как курица, которой голову оторвали, она по инерции еще вот так вот продолжает на судорогах бегать. Некоторые люди доползают до финиша. Ну, то есть буквально, Пипец. типа, вот эта финишная прямая, там, ну, силы кончаются, они падают, им не встать больше. Просто ноги сводят, и они ползут. Ну, ты очень здорово, что ты рассказал мне это за несколько часов до твоего марафона, когда я это очень сильно переживала, потому что не знала, что с тобой будет. Мне было, честно говоря, проще, пока Но у меня не меня было. такого не будет, Потому что ты пьешь солевые потому вот что эти я таблетки. профессионал. А, да? М. Мгм. Окей. Сейчас времени уже 9:30. Кирилл уже уехал на «Газпром-арену» на старт. Я подъеду просто чуть больше, чуть позже к самой дистанции. А, Пипец, погода на самом деле не радует вообще. Прогноз погоды обещает дождь всю ночь. И на самом деле я почему-то очень сильно волнуюсь, потому что вдруг типа с ним что-то случится или еще что-то. Короче, вот такие вот мысли тревожного человека. Вот, но в любом случае на маршруте везде будут скорые, волонтеры, какие-то медики, люди, которые смогут, если вдруг что, помочь. Но мне кажется, что все будет хорошо, по-любому все должно быть хорошо. Вот, и поэтому моя основная цель на сегодня просто не замерзнуть, не промокнуть и не умереть от холода. Вот и все. Я уже на старте, готовлюсь, разминаюсь. Народу здесь, конечно, очень много. И еще больше очередей в туалет. Вот. Слава богу, мне туда не надо, надеюсь. Вот, осталось до старта буквально минут 20-15. Такое волнение уже поднакатывает, но в целом размялся, чувствую себя вообще уверенно. Я уже нахожусь на самой дистанции. С погодой не повезло абсолютно, потому что идет дождь. Не холодно, но дождь неприятный абсолютно. Здесь, пожалуйста, организован пункт питания. Дает фруктики всякие. Вот. Скоро должен побежать Кирилл. Кошка, все хорошо. Сейчас, тут это очень много.
По поводу темы питания. Расскажи, как ты готовился в плане питания, что ты начал заранее за этим следить за неделю примерно? Расскажи, зачем ты ел столько макарон? Да, зачем ты съел все вообще запасы годовые макарон, которые были у нас в доме? И почему именно макароны? Почему не какой-то другой продукт, в котором тоже много углеводов? На самом деле питание я не знаю. Ну, то есть я не профессионал, из-за того, что я не занимался с тренером, у меня тут есть такая небольшая дыра. Но перед всеми забегами, перед полумарафоном, перед марафоном есть такая, ну, негласная традиция у бегунов. Это устраивать паста-пати, соответственно, когда ты просто неделю питаешься углеводами. Зачем это делается? Это просто ты восполняешь запасы в организме. То есть ты его как бы заранее начинаешь в него закидывать, чтобы он откладывал. В мышцах есть гликоген. За счет гликогена они, соответственно, работают. Да, и могут работать долго, правильно, там, обеспечивать вот это вот движение твоему организму. Они тоже очень тесно связаны с углеводами. И когда мы едим целую неделю перед забегом пасту, мы как бы вот этот запас гликогена тоже увеличиваем. Соответственно, мышцы могут дольше бежать без проблем. Мгм. Вот. И, ну, просто как бы ты делаешь, условно, больше запас энергии на забег. Просто заранее начинаешь питаться углеводами, сокращаешь количество белка, сокращаешь количество клетчатки, просто чтобы у тебя побольше этого всего задержалось в организме. Ну, условно, если не есть, короче, вот эти углеводы в течение недели перед забегом, то ты там устанешь через час. Ну, не устанешь, а почувствуешь, да, какую-то вялость, усталость, даже съедая гели. А если наесться, то в целом можно и 21 километр, да, пробежать за 1,5 часа и вообще бодрячком. Вот. Именно для этого это и делается. Ну, и питаешься, по сути, просто углеводами, макарошками там, можно рисиком, вот. Но макароны как-то они попроще. The sun will be guiding you. Run, boy, run. They're dying to stop you. Run, boy, run. This race is a prophecy. Run, boy, run. Break out from society. Oh, is another day. And you don't have to hide away. В общем, сейчас Кирилл пробежал где-то 21 или 22 километр, что-то такое. Могу сказать, что обстановка уже гораздо бодрее, потому что в центре, во-первых, больше людей, больше болельщиков, во-вторых, наконец-то включили освещение, уже стало не так стрёмно, как было, потому что когда были сумерки, и когда... Сейчас я сделаю вот так. В общем, когда были сумерки, было прям очень неприятно, и самое отвратительное во всей этой истории, что не видно, короче, кто бежит, не можешь разобрать вообще. Вот. Но когда включили свет, стало получше. Мне кажется, Кирилл меня не заметил, когда пробегал мимо, потому что что-то он не обрадовался и ничего мне не сказал. Но это ладно. И сейчас лично для меня самый неприятный этап, прошу, как для Кирилла, но это ладно. Короче, потому что я не смогу его больше нигде увидеть. Вот. И все, что мне остается, это просто примерно 1,5-2 часа еще гулять где-то одной по центру, чем-то заниматься и ждать, пока он добежит. И самое ужасное в том, что из-за того, что я его не вижу, я не понимаю, в каком он состоянии, что с ним происходит, и, переживаю еще сильнее. Вот. Но в целом здесь куча всяких интересных каких-то активностей, вот, и поэтому я надеюсь, что все будет хорошо, я не буду париться. Расскажи про свои тренировки, как ты готовился в физическом плане к забегу. Ну и в целом не только к сегодняшнему, а в целом к забегам, как ты обычно готовишься. Ну, во-первых, я сколько уже бегаю? Почти 1,5 года, как я возобновил. То есть я возобновил бегать в апреле прошлого года. И какой-то у меня супер подготовки нет. Ну, то есть я просто начал бегать, потом уже начал углубляться во всякие моменты, какие тренировки нужны,
на каком пульсе они должны быть, и просто работал над техникой, над количеством тренировок. Это было в начале. В этом году у меня тренировки совершенно другие. То есть я уже знаю какую-то базу, понимаю, на каком пульсе лучше тренироваться, сколько тренировок должно быть на низком пульсе, сколько на высоком. Ну, и в целом это весь мой план. То есть у меня нет каких-то строгих там режимов, каких-то там планов тренировок. Я все-таки сохраняю вот этот баланс, а, чтобы у меня бег не превратился в рутину. Потому что в рутине у меня, ну, рутины в жизни у меня много, а бег мне приносит реально удовольствие. То есть мне нравится сходить на тренировочку, там, попотеть, прийти домой, открыть безалкогольное пиво и вообще прибалдеть. Но если так вкратце сказать, то у меня тренировочки я разбиваю, ну, если говорить вот по недельке, разбиваю на неделю, там, условно, на 5 тренировок. 4 из которых это такие обычные лайтовые тренировочки. Я бегаю обычно там 10-15 километров. У меня уже готовы мои маршруты, по которым я бегаю. 10-15 километров на невысоком пульсе, то есть это до 100-160 ударов в минуту. Ну, то есть особо ничего там не упарываюсь на них. Вот. И одна тренировка у меня скоростная. Вот. Это опять же, чтобы развивать быстрые волокна мышц и учиться бегать быстро, привыкать там к темпу. Вот. Ну и в целом просто, чтобы сердце умело работать на высоких оборотах. Вот, и все. И больше у меня ничего такого нет. Иногда редко я делаю интервалы какие-то. То есть это когда ты разгоняешь сердце до максимальных частот ударов. Мгм. Но они мне не нравятся. То есть я чаще просто в удовольствие бегаю долго. Не, ну 3 как раз. Не, ну с другой стороны, опять же, Боисов специально для этого бежит 2,59. Если я хотя бы из 3, он же может еще целую минуту прососать, так сказать. Так. Тем временем сейчас примерно без 10 час. Я уже надела ветровку. Стою на 39-м километре, и сколько я тут еще буду стоять, одному богу известно. У меня отваливаются ноги, у меня отваливается спина, я жутко замерзла, жутко промокла, и мне уже не надо ничего. Я вообще даже представить не могу, какого сейчас Кирилла, потому что я смотрю на людей, которые побегают вот этот 39-й километр, типа, и им бежать еще 3. Но это люди, которые... Ну вот, пожалуйста. Как бы парню уже совсем плохо, мне кажется. Я не могу представить, что такое бежать 42 километра, реально. Следующий вопрос все-таки про сегодняшний марафон. С каким результатом ты планируешь пробежать? И как вообще твои ощущения от подготовки? Насколько ты готов? Чего ты ждешь? Обычно я ставлю себе на забеге планку чуть выше. Ну, то есть я даже не чуть выше, а сильно выше. То есть я делаю вот все забеги, что у меня были, я ставлю себе какую-то невыполнимую цель. Особенно это было в Москве, когда я поставил себе цель бежать с одним темпом, а получилось, и для меня из-за травмы это было невозможно сделать, а получилось сделать еще быстрее, пробежать. Вот. Но этот забег, он немного другой, соответственно, отличается дистанция. И из-за того, что я бегу в первый раз, и я не хочу травмироваться как-то сильно, там, все-таки продолжить бегать после него, я поставил себе, как мне кажется, самую объективную планочку. То есть я побегу в темпе 5 минут километр. Это темп, с которым я бегаю свои легкие десятки. Ну, то есть, на котором я напрягаюсь, но в целом не очень сильно. Вот. И, соответственно, по моим расчетам, я должен пробежать марафон за 3,5 часа. Ровно. Но все может пойти не по плану. В том смысле, что, ну, вот я сдержу себя на старте, я не буду топить,
а побегу сразу с этим темпом. И есть вероятность, что я пробегу 21 километр и пойму, что я вообще не устал. Ну, то есть, что мне в целом очень легко. Тогда я ускорюсь чуть-чуть. Вот. Но я не знаю, когда я это сделаю. Либо я это сделаю на 21 километре, либо сделаю на 30 километрах. Потому что я чуть-чуть переживаю. Есть такое понятие, как марафонская стена. Это, короче, 30 километров от марафона, когда у тебя организм уже не может доставать углеводы из твоих гелей. То есть он по-любому начинаешь бежать на своих запасах, на своих жирах. И всегда марафон, короче, говорят, начинается именно с 30 километров. То есть это страдание, это терпешка и вот эта последняя финишная прямая, когда хочется сдаться. Вот я из-за этого очень переживаю, и я думаю, что я даже на 21 километре не буду ускоряться, а ускорюсь именно на 30. Но посмотрим. Это я уже буду регулировать на самой дистанции по факту. Вот. Но в целом я буду бежать, соответственно, по 5 минут и ориентировочное время 3:30. Ну, регистрировался я, конечно, я думал, что я пробегу за 3:10. Серьезно? Ну да, но Пипец. после полумарафона в Питере я понял, что я не могу, что я еще не готов к этому. Ну и плюс надо учитывать, что я занимался все-таки без тренера и много упущений. Ну, Нет, я готов на 10 из 10, мне отлично. кажется. Я рада. Все. Зайка, давай! Ты можешь, давай! Медаль, кстати. Ну, медаль прикольная. Вот такая вот. С единорогом или что это, с лошадью? Очень красивая. Вот. Ну, собственно, что я могу сказать? Если хоть раз вам в голову взбредет идея, что вам надо пробежать 42 километра, выпусти ее реально подальше, потому что это кошмар. Остальные комментарии потом. Да, Шумно. потом мы дадим интервью нормально, отнимаемся. Я хочу завтра выспаться, реально не просыпаться. Вот что я хочу, и бургер. Доброе послемарафонское утро. Как твои эмоции, впечатления? Нормалек? Короче, времени что-то около часа дня. Брекфаст чемпиона. Я даже не знаю, что сказать. Мне кажется, у меня все мои эмоции и слова закончились еще вчера. Примерно около канала Грибоедова, когда я стояла и говорила, мне уже ничего не надо, можно мне просто домой. И я такую, я это сняла, и потом еще ждала тебя, мне кажется, минут, 30 после этого. Короче, эмоции 10 из 10. У меня даже болят ноги, болит голова, я устала. И такой экспириенс больше не будем. 100%. А у тебя? Ну, ничего не болит. Ничего не болит? Сериально? Ну, нет, у меня болят ноги и шея. И чуть поясница, спина, плечи. Пресс. Ничего, говорит, не болит. Нормально. Ну, бывало и хуже. Бывало хуже? Конечно. Что может быть хуже марафона? Не знаю. Мне кажется, ничего. Как будто бы ничего не может быть хуже 42 километров. Хуже только тем, кто бежал под дождем. Потом еще под этим ливнем, под которым мы ждали такси домой. И хуже только тем, кто добежал, когда мы уже спали. Вот что может быть хуже просто 42 километров. Но из приятного это все закончилось. Слава богу. Мы пришли в себя после бурной ночи. Состояние, вайб такой немножечко похмельный. Но мне кажется, это из-за того, что мы поздно легли и поздно встали. Сбили режим этими марафонами дурацкими. Не знаю, я рано встал.
Ну, Как это обычно, вообще 10. пипец. Расскажи, как ты пробежал. Нормально, нормально пробежал, как и хотел в целом. Вот. Ну, соответственно, хотел 3:30, пробежал 3:31. Вот. Бежал, начал быстро и чувствовал себя хорошо всю дистанцию. Вот, поэтому и не сбавлял. Бежал на хорошем пульсе до 160 ударов в минуту. Ну, то есть такой тренировочный пульс. Марафон я бегаю на пульсе 176, полумарафон. Вот, а тут 160 и бежал комфортно. Ну, пробежал. На 27-м километре словил марафонскую стену. Соответственно, у меня начало сводить ноги. Сначала сводила одну икру, потом подключилось бедро, потом вторую, потом вторая икра. И вот на 27-м километре больше всего хотелось сдаться. Ну, а там уже вот просто терпеть. Получается, сколько терпеть надо было? 10, 3, 2, 5, 15 километров. 15 километров терпешки. Ужас. Вот. Ну, а там уже до финиша реально ковыляешь. На каком-то просто уже, не знаю, пытался хоть как-то себя подбадривать. И самые, конечно, 4, даже, наверное, 5-6 километров это самое сложное. Очень тяжело было. Свело уже икру так, что пришлось остановиться. Потом в итоге снова побежал, уже бежал на пяточках, потому что сводила, ну, если на носках, сводила икры. Ну и финишировал уже на прямых ногах, потому что уже невозможно было бежать. Вот. Ну да, но в целом нормально. Как у тебя в целом, типа, эмоции в плане того, что ты преодолел себя, пробежал марафон, что это такое достижение? Есть у тебя какие-то такие вайбы? Нет? Сегодня точно нет. Ну, может, потом, но как будто бы нет. Ну, я Ну, говорю, просто само по себе осознание пробежать марафон. Ну, мне кажется, это прям большое достижение. Ну, еще не дошло, как будто. Ну, не знаю, я как будто все еще бегу, мне кажется. Дофаминовая яма. Мгм. Короче, как-то, я не знаю. Ну, из-за того, что устал сильно, прям нет такого, что «Вау, круто, какая молодец». Нет, может, попозже это будет. Ну, мне кажется, еще ты столько готовился, и как будто бы здесь тоже играет роль, что типа кайф от самого процесса подготовки, а когда у тебя это заканчивается, ты не ощущаешь ничего особенного. Такое еще. Ну, это просто, это еще жуткая работа же. Ну, подготовка это кайф, да. Тренировки там, а марафон это работа. Ну, и как бы после работы всегда хочется отдохнуть и не вспоминать больше такого. Какие у тебя дальше планы в беге? Полумарафон в августе. Северная столица. Хочу сделать, опять же, невозможное и пробежать за 1,5 часа. Вот. А последний полумарафон за сколько пробегал? Час 34, по-моему. А, то есть еще на 4 минуты быстрее. Угу. Но это пока не очень возможно. Но посмотрим, что будет. Я надеюсь, что у меня сейчас после марафона активизировались какие-нибудь мышцы. Сейчас они как-то вырастут, и я смогу бегать еще быстрее и дольше. И, ну, я надеюсь, это помогло. Ну, как минимум, бежать дольше я точно могу. И у меня уже теперь в голове есть, что я, 42 пробежал, 21 не протерплю, что ли. Все. Спасибо, что посмотрели наш влог. Ставьте лайки, пишите комментарии. Да, и не бегайте марафоны никогда в своей жизни.